Как же хочется верить, что где-нибудь в мире есть соревнования по самым глупым, самым нелепым незакрытым гештальтам. Потому что в таком случае у меня есть шанс занять призовое место и наконец сказать маме: вот видишь, мам, я не тупой извращенец, я даже награду выиграл. Итак, вот мой самый нелепый гештальт. Поиграть в древнюю эротическую игру на давно умерший компьютер. Это сомнительный повод для гордости, но накопленного опыта в области исследования хентая мне хватало, чтобы понять, что все самое лучшее уже показано на скриншотах на сайте Moby Games, и ничего особенного в самой игре не предвидится. Так что, казалось бы, зачем вообще тратить на это время? Но это вовсе не так удивительно, как может показаться. Пока Microsoft не выпустила очередной Windows с поддержкой Канди, японские компьютеры были отдельно изолированной средой, в которой бурлила жизнь и развивалась самобытная игровая культура. Может быть, эти компьютеры не позволяли создать скоростной экшен, но высокое разрешение и великолепный звуковой чип подарили нам целый пласт адвенчур и RPG с потрясающими иллюстрациями и не менее прекрасной музыкой. И только там было пиксельное аниме. А это совершенно особое явление, которое существовало только в ограниченном отрезке времени, в эпоху великолепного, дерзкого и сексуального стиля 80-х и 90-х. И я всегда хотел погрузиться в эту среду. Так что совсем не удивительно, что именно компьютеры стали прибежищем для всевозможных эротических игр, потому что консоли этого категорически не допускали. Ну, как не допускали? Эротические игры на Famicom Disk System каким-то образом существовали, но это, наверное, были происки конкурента Sega, ведь не может семейная Nintendo издавать подобное непотребство. В общем, нравится это вам или нет, мне нравится, но придется смириться с тем, что 75% этих компьютерных игр, даже не являясь эротическими, все равно будут иметь пару-тройку пикапных картинок. Ну, просто чтобы завлечь игрока. Этим баловалась даже наша любимая компания Falcom в самые ранние свои годы. Так что не вижу смысла избегать эти темы. Если ты взялся разбирать игры на ПК, то клубничка настигнет тебя в том или ином виде. Тем более, что контент 18+, в большинстве этих эротических игр настолько безобидный, да еще и с цензурой, что я бы даже назвал это играми для всей семьи. Мираж будет нашей первой игрой из этого огромного пласта. Встречайте, аплодируя одной рукой. Это типичнейший представитель игр на PC-98. Жанр RPG, много великолепных иллюстраций и, разумеется, эротический уклон. Я искренне надеялся, что компания Discovery, которая создавала Мираж, хотя бы раз попробовала свои силы в нормальной игре. Но Discovery занималась только эрогия, что опять же было вполне рядовым явлением тогда. Да и сейчас. Думаю, начать стоит с самого животрепещущего вопроса: что там с эротическим контентом? Ну, можно сказать только, что он есть. И кажется, он способен вызвать интерес только у ценителей пиксельного аниме, ну таких как я, да и то лишь потому, что в основном этот стиль и был в тогдашних эроге. Ну а людям культуры здесь ловить нечего. Все настолько скучно и без выдумки, что, по-моему, это сделано демонстративно, в лучших традициях. Да ты что, мы не такие, просто с эротикой игра будет лучше продаваться, а так-то мы хотели сделать хорошую РПГ с нормальным сюжетом. Ха! Когда я открыл для себя хентай, то первой мыслью было: зачем здесь нужен весь этот навороченный сюжет, кому он нужен? Спустя многие годы, став подлинным человеком культуры, я не поменял свою точку зрения. Порево и проработанный сюжет просто несовместимы, потому что одно убивает интерес к другому. Это хорошо видно на примере Мираж. Нам пытаются рассказать историю о духовном путешествии главного героя, есть интрига и даже немного драмы, но какая разница, если все это всего лишь перерыв перед очередной оргией? Воспринимать это всерьез невозможно. Видимо, я так и остался дикарем, не постигшим высокой культуры. Но в конце концов я пришел сюда за обалденным пиксель-артом. А если получится еще и немного поиграть, то гештальт и вовсе можно считать закрытым.
Главной причиной, почему этому гештальту едва ли не больше 15 лет, это то, что Мираж не переведен с японского языка, и на помощь приходит Google Translate. Стоит сказать, кстати, что в порнушке всегда очень примитивный язык, поэтому автоматический переводчик справлялся, не то чтобы хорошо, но сносно. Так что пользуйтесь, если хотите подучить язык, читайте хентайную мангу. Дело происходит в маленькой деревушке. Каждые 12 лет рядом пролетает комета, которая усиливает магические способности жителей. Главный герой родился как раз в период пролета кометы и, согласно поверьям, должен был стать могущественным магом. Но получилось наоборот. Главный герой по имени Бу не умеет ничего. И хотя он не вырос с какого-нибудь хику, слава богу, еще не настало время исекаев про задротов, попавших в любимую мобильную дрочильню. Его задирают все, даже, подруга детства, которая всегда идет в комплекте в подобных играх. Вообще, главному герою не до шуток. Когда он родился, на руке у него было 12 родимых пятен в форме листа. Каждый год одно пятно исчезало, и теперь у него осталось только одно в конце очередного 12-летнего цикла, когда прилетает комета. Местные говорят, что он умрет, когда исчезнет последнее пятно. Так, ему что, 12 лет? То есть он будет творить весь этот разврат в 12 лет? Все женщины будут падать к его ногам, а он будет делать с ними все, что захочет, а ему всего лишь 12 лет? Да мать вашу, а! На самом деле он, конечно, волшебным образом повзрослеет, когда наступит подходящий момент, но все равно... А почему он, а не я? В этих краях есть красивая древняя традиция приносить в жертву девушек местному демону в каждый год прилета кометы. И вдруг такая вот жертвенная девушка приходит к дому главного героя. Чисто бухгалтерша с корпоратива, в невменяемом и очень игривом настроении. Короче, с этого момента я буду называть главного героя не главным героем, а счастливым засранцем. Даже нет, счастливым гаденышем, ублюдок мелкий. Правда, сам счастливый гаденыш еще не знает, какой на самом деле счастливый. А вот в деревне буквально взорвался гейзер из дерьма. Местные окрысились на пацана так, будто он самолично стащил девку с алтаря и сделал ее уже бывшей девственницей. Счастливый гаденыш хочет спросить совета у дедушки, но тот уехал в соседнюю деревню расследовать инцидент со сбежавшей девушкой. Пацан не на шутку обеспокоен тем, что может откинуть коньки уже в этом году и устраивает обыск в дедушкиной лаборатории, чтобы найти хоть какую-нибудь зацепку. Здесь отдам должное сценаристам. Я ожидал очередной прикол про порнографические журнальчики, но обошлось без него. Счастливый ублюдок находит в вещах дедушки лист, напоминающий по форме его родимые пятна. Но наш будущий секс-террорист очень одаренный ребенок, и поэтому он умудряется этот лист тут же и потерять, причем бесследно. Чтобы задница не познала дедовского ремня, счастливый ублюдок решает найти замену. В магазине оружия продавщица, привет, подсказывает, что дерево с такими листьями растет в источнике, куда можно попасть через пещеру в горе на севере. Только что наш будущий секс-террорист ничего не мог поделать с базовым слаймом, а теперь берет дома пластмассовый нож для пластилина и идет покорять свой первый данж, где водятся агрессивные похотливые монстродевки. Чего только не сделаешь ради секса. Шутка. На самом деле, конечно, не ради секса. Но, если честно, я бы предпочел, чтобы у озабоченного подростка была именно такая мотивация. Потому что в результате получается ни рыба, ни мясо. Я рассказываю это длинное вступление за тем, чтобы вы имели общее представление о том, как будет развиваться сценарий дальше. Это одновременно и забавно, и печально. Забавно, потому что сюжет здесь потрясающе тупой. Настолько тупой, что пишет обзоры для канала Последний Фантазер. От сценария такого качества вполне можно было бы ожидать, что все эти изящные сюжетные повороты являются просто подводкой к очередной сцене секса. Ну а печально здесь то, что зачастую никаких сцен секса за этими поворотами не следует. Просто вот такое мастерство сценариста. Пожалуй, я впервые скажу такое. Порно-игре нужно еще больше порно, чтобы, так сказать, компенсировать. Ну а что же там насчет поиграть? Здесь мы сталкиваемся с суровой действительностью компьютерного пользователя.
Если игра не была совсем уж примитивной, она занимала больше одной дискеты. Mirage использует 3 дискеты. Первая нужна для запуска игры, вторая для загрузки города и сохранений, а третья нужна для того, чтобы ходить по данжу. Я даже не буду задавать риторический вопрос, удобно ли это. Разве что, перетыкивая эти дискеты туда и обратно, я начинаю ценить то, что Final Fantasy VII и Final Fantasy VIII выходили на 3, а то и на 4 дисках. Пусть это и выглядело слишком помпезно, но зато мы были избавлены от необходимости то и дело менять диски, чтобы, например, пойти в другую часть карты. Такие условности настраивают на невеселый лад. Поэтому я с большим удивлением обнаружил, что после ритуального танца с дискетами следует вполне играбельный Dungeon Crawler. Возможно, мне еще предстоит дорасти до RPG с дискретным перемещением, потому что я никогда их не понимал, кроме разве что Lands of Lore. Но здесь, если бы не было всей этой возни с дискетами, я бы сказал, что так и должен выглядеть Dungeon Crawler на компьютере. Ну ладно, не сказал бы. Потому что есть, например, Brandish от нашей любимой компании Falcom. Нормальная игра, а не какая-нибудь RPG с глупым сюжетом. И все же, в Mirage вполне можно играть и даже получать удовольствие. Несмотря на то, что данж условно один, декорации и враги постоянно меняются по мере продвижения, перемежаясь с частыми сюжетными сценами. И нет, не обольщайтесь, часто эротики там нет, как я и говорил. Тут многие уже спросят, а где она тогда вообще есть? Да вот же, прямо тут. Самое очевидное, что может быть в подобной игре. В качестве противников выступают хорошенькие девушки, и если мы победим, то они оголяются. И это поддерживает интерес к игре гораздо лучше, чем вся эта натужная эротика в сюжете. Так что можно было ее вообще убрать и оставить из контента 18+, только раздевающихся девчонок в данжах. Все равно по большей части смотреть мы будем именно на них. Правда, получится какая-то война с женщинами, чего мы не одобряем, потому что все знают, что настоящие девушки — это миф. У нас есть нормальная карта, которая позволяет нормально ориентироваться по этажам. Кстати, здесь есть места, позволяющие телепортироваться сразу к лестнице с этажа. Да и вообще, дальше становится веселее, потому что главный герой все же научится колдовать, и у него появятся спутники. Можно было бы сказать, что это такая JRPG с дискретным перемещением, но здесь все наоборот. Это JRPG позаимствовали механику боев из западных компьютерных RPG. И здесь мы как раз наблюдаем самый настоящий классический Dungeon Crawler без лишних примесей. Нет, тут, конечно, есть кое-что из JRPG, как я уже упоминал, частые сюжетные сценки и даже местные увеселительные заведения, где можно поиграть в азартные игры. Правда, сделаны они явно в попыхах, потому что там даже нет самостоятельной графики, так что это сомнительное удовольствие. В общем, все перечисленные достоинства Mirage — это на самом деле обязательный минимум для любой игры, чтобы она считалась более-менее приличной. Вряд ли стоит делать из очень средней игры с, опять же, посредственным эротическим контентом нечто большее, чем она есть, но все же приятно, что хотя бы здесь разработчики постарались. Думаю, если бы я был пользователем PC-98, в момент выхода я бы получил от этой игры удовольствие. Но при условии, что я бы уже прошел Brandish, Popful Mail, Legend of Heroes и много чего еще, потому что это нормальные игры, которые можно воспринимать всерьез. И нет, меня-то уж вы не сможете обвинить в ханжестве, просто весь этот контент 18+, настолько скучный, что возникает вопрос, стоило ли вообще все это затевать. Может, стоило сразу делать серьезную игру, благо все задатки для этого там есть, и отсутствие эротики это никак бы не испортило. Как ни странно, Mirage оставил у меня вполне положительные впечатления. Возможно, потому что я знал, что там будет, и не ожидал никакого праздника рукоблудия. Но мне и правда понравилось то, что есть в Mirage от нормальной игры. Настолько, что даже стало жаль, что компания Discovery так и не ушла от RPG в сторону чего-нибудь более солидного. Ну а еще Mirage показала мне, что теперь с онлайн-переводчиком в замечательный мир японских компьютерных игр все же есть дорога, и что в эти игры можно играть. И хо-хо, этим мы займемся. Потому что таких игр нет больше нигде. Они могут быть плохими, могут быть хорошими, раз на раз не приходится, но вот интересными они будут всегда. К тому же они не получают того освещения, какого заслуживают.
Ну а для нас это начало замечательного путешествия. До скорых встреч, подонки!